В этом выпуске хотел бы поговорить о AstroSwap, которую ты принес, и также пройтись по новостям Shiba Inu, какие последние новости были буквально на прошлой неделе, к чему новости эти могут привести и куда может улететь монетка AstroSwap. Включайся, наливай водички и погнали. AstroSwap на CoinMarketCap занимает ранг 1535 место. Наблюдают за этой монеткой 1 миллион 68 тысяч 220 человек. Есть вероятность, что это может быть накрутка. И это нужно понимать и тоже взвешивать. И особо сильно не доверять конкретно вот этим цифрам по наблюдателям. Работает монетка на Binance Smart Chain и Velas. Торгуется по 0,9 копеек. Объем за 24 часа 2 миллиона рублей. Рыночная капитализация 40 миллионов рублей. Спускаемся вниз. Видим, как график просто утонул в крови. И с одной стороны это очень даже хорошо. Эта монетка имеет скидку в 99%. Перейдя на CoinGecko, мы видим ранг. У нее здесь 2122, а наблюдают здесь 31 168 человек. В долларах цена составляет 2 0 и 1 пункт. На самый максимум, куда монетка доходила, это 35 рублей и 53 цента. Объем за 24 часа составлял почти что 200 миллионов рублей. Монетка торгуется на Get.io, PancakeSwap и AstroSwap. На сайте здесь нас уверяют, что это самый быстрый DEX для экосистемы Cardano. Я нажимаю кнопочку «Запустить приложение». Работает этот блок на Velias. Все, открылся свап. Здесь есть возможность обменять Cardano на другую монету. Посмотрим, вот 1 августа комментарии, лайки, дизлайки не особо большие. Их будет много тогда, только когда цена будет идти вверх, будут, соответственно, наблюдать, будут разочаровываться в том, что они вышли с этой монетки, а потом смотрят со стороны уже раз и стреляют. То есть это, в принципе, с каждым из нас такое было, что мы выходим, а потом смотрим, монетка улетает еще выше. И даже ни на какое количество не оставляем в этой монете. 13 февраля, последний пост закрепленный. AstroSwap теперь в прямом эфире, Telegram, SMS, то есть CoinMarketCap. Полный график, если посмотрим на CoinMarketCap, где она изначально запущена была, наблюдая за хаем, который раньше был до этого, то здесь получается в районе 53 центов. Просчитывая с сегодняшних отметок, там где монетка находится в самом дне, то взяв с этой точки, и монетка, если вернется просто на последний свой хай, то монета даст 334 икса, 33%. Видим здесь в верхнем правом углу, что действительно ликвидность, которая пребывает в этой монетке, она заключена в BNB, 446 BNB, и что приравнивается на сегодняшний день в 115 тысяч долларов. CoinMarketCap составляет 2 миллиона 719 тысяч с этой внутренней ликвидностью. Обращая внимание на последний пост 9 сентября, 28 августа предпоследний пост у них был. И вот 9 сентября выпустили. Не особо много постов сейчас выпускают. Занимаются какой-то невидимой деятельностью. Что-то строят. Спутник связи снова запущен. Следите за обновлениями для предстоящих ВКК. Также говорит, что в то время как мы вели себя тихо, усердно работали и строили в фоновом режиме, мы благодарим вас за поддержку, поскольку мы продолжаем добиваться прогресса. На Messari.io не нашел никакой поддержки с фондами по этой монете. Если ребята настроены действительно серьезно, они создают еще какой-то дополнительный шлак, то вероятность есть нормально, хорошо заработать. Это взять только ATH. Сейчас монетка прибывает по 0,0.1 пункт. Как монетка доходит до 0,055 центов, рекомендую выйти, забрать свою какую-то часть чуть-чуть с прибылью, а остальное дождаться до ATH, или чуть ниже. Вот такие точки действия вижу. Также, даже когда она до ATH дойдет, здесь есть возможность, конечно же, применить такую стратегию, которая тоже выходишь с частью от прибыли. К примеру, взять здесь уже будет в районе 5 иксов, 5 иксов и плюс, к примеру, 2,5 забрал,
и остальное оставил сюда. Здесь, соответственно, от 2,5 уже будет где-то в районе 150 иксов, или даже нет. Если взять от 0,5. Так, тут, короче, такая математика крепкая. Здесь получается половина же у нас остается оттуда, с этой точки. Просто получается к 2,5, 2,5 нужно умножить на 10 и получится 25 иксов. Если я где-то ошибаюсь, поправь меня. 25 иксов. Вход оправдан. Суммы нужны, конечно же, небольшие. Я вижу зайти в 5 долларов в эту монету. Если будет еще проливаться, может еще докуплю на 5 долларов, так как рынок сейчас не совсем спокойный и есть вероятности, что может уйти ниже. Сейчас на бирже Phoenix открыл шибу. Вижу вот такой вот коридор вверх, но в целом тенденция нисходящая. Тенденция направлена вниз. Мы идем вниз. Соответственно, есть потенциал, есть прорыв, есть вероятность, что может стрельнуть вниз. Но также вышла новость по тому, что запустили приложение. Переходим на Facebook и видим, что Binance Card добавили шибу. То есть теперь можно расплачиваться через карту Binance шибами. Это круто. Также получать кэшбэк в 8% и нулевую комиссию за снятие средств с банкоматов, криптовалютных банкоматов. Так, здесь происходит фотосессия шибы, куда-то готовятся, что-то собираются там куда-то ее снимать. Запущено, значит, приложение на App Store, для Google Play еще в ожидании. Переходим в App Store, и здесь уже есть даже отзывы. 33 отзыва, с 9 лет можно уже играть. 9+. Вот таким образом выглядят картинки, карточки, собачка в одном углу и собачка в другом углу. Вот такие новости по шибе, запуск приложения. Можно также проверить. Так, открываю анализ контрактов и открываю Honeypot. Там тоже можно проверить нормально. Rugdog открываю. BSK Check. Так, здесь у нас выдает ошибку. Здесь все работает. Вставляем. Видим, что ничего не видим пока. Нажимаю Enter. Вставляю тоже контракт. Нажимаю пуск. Так, система не обнаружила никаких там. Говорит, нормально все работает. Все можно продать. Но это не является стопроцентной гарантией. И поэтому я проверю это все долларом, прежде чем приобретать на 5 баксов. Так, система открылась. Я вставляю контракт. Так, надежность, походу, показывает 10 из 100. Тоже, конечно, проверки не совсем точные, но так примерные. Отсутствует блокировка. В принципе, на покойне мы как раз это и видим, что вот блокировки просто не существует. Все как бы разблокировано. Все монеты просто в открытом сейчас доступе могут запросто выдернуть ликвид, перевести его в биток, деньги немножко подувеличить. Комиссия за продажу составляет больше 10, ну где-то 10% вообще там написано. За покупку 0%. Нету отказа от владения и источник прокси контракта. Также есть вероятность, что может изменять, получается, функции контракта в свою пользу. Здесь попробуем еще раз. Конкретно вот эта система не может проверить, что почем там стоит. Мы сейчас, значит, еще посмотрим вот здесь на пукоине астрохолдеров, то есть сколько владельцев сейчас конкретно держит эту монету. Так, держателей 29 830 адресов. В принципе, нормальное как бы количество. Главное, чтобы они не стали переезжать на другие контракты. Но от этого тоже как бы не застрахован. Хочешь нормально заработать, приходится рисковать. Но рисковать с минимальным риском, с минимальным вложением, когда монета сейчас никому не нужна. Так, это все вот вижу, что лежит в контрактах где-то. На контрактах лежит 56%, 13, 10, 8, 2. Все это, скорее всего, будет распределяться по другим потом биржам, если они не уйдут. Шибу, значит, почему я сегодня рассматривал. Интересно было посмотреть, что за новости у них вышли. Также канал вообще настроен с 10 долларов поймать подобную. Вот пребывая на вот этих хаях, монетка смогла вырасти на 1 000 000 иксов. Но мы 1 000 000 с ребятами не ждем, а ждем всего 100 000 иксов на одной монете. Если тебе такая идея интересна, можешь присоединиться к каналу и наблюдать. Наблюдать или участвовать. Благодарю за лайк, благодарю за дизлайк. Если остались какие-то вопросы, пиши в комментарии под видео.
вступай в закрытый телеграм-чат, в котором больше полезной информации, больше инсайдов, больше знаний. Также вступай в открытый телеграм-чат, в котором можно понаблюдать за тем, что мы вообще здесь делаем. Благодарю и до новых встреч!